Вот сплавали мы на лодке и поймали щуку на спиннинг. Вот блесна Вильямс. Вот на нее клюнула. На нее везде всегда все клюет. К сожалению, сейчас этих блесен в продаже нет. Вот. И щука довольно большая. Вот она какая. Будем сейчас ее очищать. Пришлось ее вот этой палкой немного успокоить, чтобы она не дергалась. Вот такая щука. Ну, готовится она к очистке. Вот тут я буду ее чистить. Так, чтобы она никуда ничего не начала дергаться, надо перерезать сначала. Оп. Хребет. Да, пока везли, немножко она подзасохла. Здесь вот чистится не очень хорошо. Рыболовное приключение. Это нам будет хорошая прибавка гречки. Да, наверное, будем жарить ее вечером. А сейчас ее надо почистить и заготовить. Так, чтобы она не пропала и мухи, чтобы не налетели. Да, не помещается даже на... Не помещается на этой досточке. Все, вроде чешуя готова. Теперь самое аккуратное надо сделать так, чтобы она желчь не пошла. Вот она желчь. Сердце бьется. Вон оно.
печень. Тут вот опасно. Тут у нее жабры и колючие очень. Всякие. Так. Тут надо подрезать тоже. Костей-то в ней практически нет, видишь. Так. Ой, жабры какие колючие. Только израниться можно об них. Вот через это. Опа. Так. Где тут? Угу. Так. Надо жабры вырезать. Дальше уже проще пойдет. Угу. Где тут закрепилась? Зацепилась. Угу. Вот она желчь. Вот она. Вот тут. Это нельзя допустить, чтобы в еду попало. Еще щук есть, вот здесь черный такой. Тоже надо чистить все. Так. Опа. Еще с той стороны где-то что-то держится. Ага. Во. Вот все органы практически щуки. Это мы кидаем сюда. Осталось немного. Вот эти пленки. Пленки. И черная вот здесь
вычистить, и будет чисто. Так, тут все чисто. Ну вот, примерно так она должна быть выглядеть, когда почищена. Теперь я ее буду мыть в воде. Вот. Ну сколько здесь? Больше килограмма она явно. А потом порежем на куски. Ой. Так. Здесь еще что-то. Здесь какая-то есть. Вот. То еще горчить будет. Может и не будет, но лучше почистить все. А так, сейчас еще песок тут. Это мы помоем еще ее дополнительно перед готовкой. Ну вот, в целом так. Все. Вот, решили мы хлеб приготовить. Сделали тесто дрожжевое. Вот сейчас я его жарю на сковороде без масла, на слабом огне. Ох, какой. Вот, а тесто, вот оно, вот такие лепешечки. Мука, соль, сахар, вода, дрожжи. Вот, очень-очень слабый огонек. Тут угольки. И вот потихонечку посмотрим, какой будет хлеб. Вот, наверное, можно сюда заложить. Вообще я тут делал хлеб как-то. И с содой делал, и с дрожжами делал. И с дрожжами на печке я делал хлеб. Под печкой его готовил. Но вот так, чтобы на сковороде на костре, пока еще не делал. Вот. Ну, кстати, он довольно мягкий получается.
на березовых углях. Вот этот еще нет. Сколько там еще две лепешки? Ну, раздуваются. Главное, что грязь туда не поступила. Как раздувается. Так вот. Копается петручка. О! Время перевернуть. Сейчас пока это мы отсюда берем. Ох! Опа! Можно сюда придется. Как раз сильного жара-то нет. То, что нужно нам. Ну как раздувается. Вот этих сюда, чтобы не делать дальше. Там видно, как видно мотать. Ох, какой. Четверг, 11 июля 2024 года. Вот озеро. Вчера мы поймали щуку. Даже не одну, а две. Одну отпустили. Маленькую. Вот такое озеро. Это залив небольшой. Само озеро огромное. Вот где-то там ее и поймали в той стороне. Готовили, готовили. Большая довольно, около 2 килограмм, наверное. Несколько заходов, 3 захода жарил я ее. Мало времени осталось. Четверг уже. Сегодня и завтра, а в субботу уезжать. Обидно. Вот сковорода, где жарилась щука. А сама щука в этой кастрюле лежит, титановой.
Посмотрим сейчас. Вот. С гречкой. Тут вот она расположена, чтобы мухи не залезли. А вот здесь компот висит. Тоже он подвешен так, чтобы муравьи туда в него не залезли. Последний компот в этом походе. Кончилась смесь. Вот, пытался я сачок сделать, ручку приделать, но не получается. Пришлось по-другому щуку успокаивать. Палкой ее ударить пришлось. Потом вытащить. Такие вот тут сосны. Лодка. Надо поддувать. На ночь-то я сдуваю ее. Ну и вот заряжаются тут фонари сейчас. Потом повербанк будет заряжаться. В общем-то, на этом острове место для палатки только вот здесь. А там дальше низина, не очень подходящая для установки палатки. Зато здесь просто прекрасно. На удочку вчера ничего не ловили, зато поставили снасть на какую-то донную рыбу, например, на угря, используя личинку жука-плавунца, страшного монстра, кусающегося. Там вот я ее нашел около берега, насадили, и вот в ту сторону отвезли. Может, что поймается, я не знаю. Страшный, конечно, зверь. Плавунец этот. Вот это вот якорь с веревкой. Из пакета сделан. Вода теплая. Вот. Так вот здесь. Здорово, хорошо. Очень не хочется возвращаться. Жалко, что только неделя у меня была отпуска. Ах, так обидно. Вот тут наши припасы. Газ. До сих пор один баллон используется. А там еще есть. То есть газа хватит и останется. Это береста. А дрова уже перешли на березовые дрова мы. Вот. Там я березу сухую спилил пилой силки. Катана бой 650. Разделываем постепенно. Бинокль 8-кратный. Вот смотрю туда, что там делают соседи. Ну, конечно, это не как труба 20-кратная. Ну, что-то там видно. Вот уже 5-й час времени. Мы постирали тут одежду, покупались немного. Сегодня последний раз был сварен компот.
К сожалению, на завтра уже смеси не осталось. Нам остался, в общем-то, один день только завтра, вот пятница. Ели щуку, ели гречку. Сыр там даже остался. Вот будем макароны готовить сейчас попозже. Обсуждали рационирование питания. Первый завтрак, второй завтрак, обед, полдник, первый ужин, второй ужин. Как все это распределяется, каким образом, что едят, в какой из приемов пищи. Особенно вот про второй ужин интересная история. Тут вот есть черник кое-где, довольно много. Сегодня пока рыбы никакой не поймали, но еще половим. Вот лодка. На личинку жука-плавунца, к сожалению, никто не клюнул. Наверное, слишком страшная она, даже для угря. Жарище, нестерпимое жарище. Пришло даже предупреждение от МЧС, что на территории Тверской области жара 31-32 градуса. Кошмар. Но тут вот на островке, ведь это островок, тут очень хорошо. Кстати, я заметил интересную я вещь тут заметил. Ну вот, конечно, есть пенек, но это ладно, он явно бобрами погрызен. Но тут есть вот такое вот бревно. Ну, как добыть его? Можно ли его спилить, интересно? Да, очень непросто такую штуку спилить. Но заманчиво. С катана-боем можно было бы спилить ее. Особенно вот там вот повыше, если. Да даже и тут. Ну, как-то надо к ней подбираться. Высоковато. Высоковато. Жаль. Здесь тоже все, что можно сухое, попилено от сосен. Ничего, у нас там еще березовые есть бревна. Они, конечно, не настолько шикарные, как сосновые. Или вот еловые, например. Но тоже неплохие. Вот тут заряжаются всякие устройства. Палатка. Ну вот тоже сосна какая. И вот это. Там все они. Шикарные сосны. А вот здесь вот, кстати, тоже что-то интересное. Надо посмотреть. Вдруг сосновый удастся раздобыть. Хотелось бы. Вон. Это, скорее всего, молния поработала. Но тоже такая труднодоступная. Весьма. Вон валяется. Бревно. И лягушка тут
квакушка. Грибов нет. Ну, во всяком случае, здесь, на островке. Возьму его. Ой, гнилое. Тоже погорит немного. Банка. Еще банка. Ежевика колючая. Вот еще осталось. Надо принести из леса бревно. Жара.